Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Draconic Evolution на версии 1.7.10, и сегодня поговорим про драконьевый реактор. Вот так он выглядит. Генерит просто огромнейшее количество единиц энергии РФ. Вот если мы посмотрим сюда в статистику моего реактора, видим, что он производит более 1 миллиона РФ энергии в тик. Сразу скажу, что до такой скорости производства энергии я разогнал его не сразу, то есть потребовалось какое-то время, пока вот я тут бегал, собирал базу, да, он у меня нагревался и, соответственно, стал производить вот такое вот огромное количество энергии. Прежде чем приступать к сборке такого вот реактора, поясню пару моментов. Значит, первый момент — это что у нас для корректного функционирования такого драконьего реактора потребуется огромное энергохранилище. И идеально для этого подходит как раз таки энергетическое ядро из этого мода. Желательно использовать максимальный 7 уровень, который вмещает 2 триллиона РФ энергии. И обратите внимание, что пока вот я собирал свою базу, да, у меня уже накопилось 1,5 триллиона РФ энергии, чтобы вы понимали, насколько мощный такой реактор. Значит, такое вот огромное энергохранилище нам нужно по двум причинам. Первая причина, само собой, то, что у нас сам этот драконьевый реактор производит огромное количество энергии. И если ему эту энергию некуда будет девать, соответственно, есть риск того, что у нас произойдет взрыв. Кстати, про взрыв я вам покажу там в следующем видео, что будет с моей базой, если, соответственно, вот этот реактор рванет. Второй момент, для того, чтобы, собственно, запустить вот этот реактор, нам потребуется примерно 500 миллиарда, то есть 500 миллионов РФ энергии на старте. То есть вам прежде всего придется вот такое вот ядро собрать, запитать энергией, например, там с помощью других модификаций, да, или типа того. Запитываем 500 миллиона, и тогда мы уже можем приступать к запуску вот этого ядра. То есть меньше вам не получится. Просто здесь дело в том, что здесь вот такой вот есть снизу инжектор энергии реактора. Он производит щит, который, собственно, поддерживает стабильность этого ядра. То есть, и обратите внимание, да, что здесь у меня такая вот система, связанная между вот этим энергохранилищем и, собственно, самим реактором. Логика здесь следующая. Давайте сразу ее проговорим, чтобы потом при сборке вам было понятно, что там происходит. Значит, смотрите, у меня реактор производит энергию, да, РФ, с помощью вот такого энергетического передатчика, о которых я говорил в одном из прошлых видео. Я энергию забираю и передаю вот такой вот гейт. Вот этот гейт, он по сути у меня служит регулятором энергии. То есть я здесь настраиваю, сколько я энергии забираю и так далее. Соответственно, вот это у меня настройка, инструмент для настройки. Так, дальше вот эту энергию я передаю сюда в пилон, да, про который мы в прошлом видео говорили. И этот пилон передает энергию в энергохранилище. Далее обратите внимание, что у меня из пилона, который энергию из хранилища забирает, я энергию возвращаю назад к вот этому реактору. В чем смысл? А смысл в том, что вот эта энергия, которая сюда возвращается, вот тоже с помощью такого гейта регулируется, я произвожу, соответственно, щит. То есть здесь требуется какая-то энергия на то, чтобы поддерживать ядро стабильным. Вот здесь, если настройки заглянем, да, видим, соответственно, вот силу сдерживающего поля, то есть менее 25% оно опускаться не должно. То есть какую-то энергию мы производим, передаем в энергохранилище, какую-то часть энергии мы забираем назад для того, чтобы поддерживать щит. Вот, все вот таким вот образом функционирует. Так, ну, общую логику проговорили. Так, а дальше, наверное, уже попробуем вместе, соответственно, с нуля такой вот реактор собрать. Итак, приступим к сборке нашего драконьего реактора. Значит, во-первых, нам потребуется такое вот ядро драконьего реактора. Крафтится оно с использованием осколка хаоса, вот, про который мы говорили в прошлом видео. Нам потребуется 4 стабилизатора реактора, которые также в крафтах там имеют пробужденные драконьевые слитки, ядро хаоса, ну, точнее осколок хаоса, да. То есть с ресурсами нам придется попотеть. Далее потребуется инжектор энергии реактора. Вот. Настраивать его буду с помощью компаратора. Нам потребуется 2 таких вот гейта для потока энергии. Вот. И я буду использовать для того, чтобы передавать энергию, такие вот улучшенные энергетические передатчики. Можно, естественно, какие-нибудь трубы, например, из Ender Eve использовать. Нам главное как-то энергию передавать. В качестве топлива я буду использовать 8 пробужденных драконьевых блоков. Так, давайте переместимся к нашему энергохранилищу, которое мы собирали в прошлом видео.
оно нам обязательно потребуется. Так, давайте где-нибудь здесь я посмотрю. Нам желательно, чтобы не было разрыва чанков. Где-нибудь здесь вот в центре начнем. Значит, 1, 2, 3, 4, 5. Так, 6 блок. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Так, 1, 2, 3, 4. Так, и поехали. Так, нам обязательно, чтобы вот он смотрел именно вот такой стороной на нас. Так, раз. И здесь опять вот так вот. Так. Так, все. Мы так вот настроили. Дальше. Здесь у нас будет сейчас по центру ядро. Вот такое вот оно маленькое пока что. Так, далее. Сломать мы, кстати, его можем любыми инструментами из Draconic Evolution, включая там кирку и верны. Так, дальше сюда под него ставим инжектор. Так, и давайте проверим. Если у нас правым кликом заходит сюда в инвентарь, значит все в порядке, мы правильно собрали. Если что-то не так, попробуйте пересобрать, может быть другое место переместить, если что-то подлагивает. Обязательно должны вот эти вот ячейки быть видны для топлива. Так, можно сразу в принципе сюда топливо положить. Вот, ну для запуска нам потребуется энергия, пока что у нас ее нет. Вот, обратите внимание, что когда я положил топливо, да, ядро у нас соответственно увеличилось. Теперь давайте будем настраивать потоки энергии. Нам потребуются вот такие гейты. Так, компаратор давайте поставим. Вот так. Shift правый клик по инжектору. 1, 2, 3. Переключаем в этот режим. Поле сдерживания, инверсия. Так, далее будем с помощью передатчиков потоки настраивать. Так, ставим, соответственно, вот сюда передатчик. Здесь у нас будет, это у нас выходы, сюда у нас будут входы в эти гейты. Так, здесь мы будем забирать из реактора энергию. Так, здесь на пилоны тоже ставим, чтобы связать с энергохранилищем. Итак, берем, соответственно, наш связыватель кристаллов, переключаем его в режим смены устройства. Нам нужно настроить вот эти кристаллы. Значит, мы для начала должны из энергохранилища энергию забирать. Соответственно, здесь у нас должен стоять импорт. Импорт передача в 5 раз быстрее. Значит, из энергохранилища я забираю, этим кристаллом импортирую. Дальше передаю это вот в этот гейт. Значит, здесь у меня должен стоять экспорт. Поставлю экспорт 5 раз быстрее, чтобы быстрее передача была. Экспортирую в этот гейт. Значит, далее из этого гейта, в этом гейте я настраиваю поток энергии и, соответственно, забираю его отсюда шиной с помощью импорта. Да? Так, ставлю здесь импорт 5 раз быстрее. Сюда я экспортирую в наш инжектор. Давайте здесь настроим на экспорт 5 раз быстрее. Все, дальше эта энергия будет у нас от энергохранилища поступать к инжектору. Инжектор будет создавать щит. Так, теперь мы должны энергию, соответственно, от реактора передавать в наше энергохранилище. Здесь у нас должен стоять импорт, да, 5 раз быстрее импортируем, вот уже стоит. Этому гейту мы передаем здесь через экспорт 5 раз быстрее. Так, в этом гейте мы будем настраивать поток энергии, который от реактора мы хотим получать. И дальше вот эту энергию, здесь вот импортом, да, кристалл на импорт настроен, мы передаем пилону. Через кристалл экспорт у нас на 5 раз быстрее. Вот этот пилон, и дальше уже от этого пилона у нас энергия поступает в энергохранилище. Все, мы создали вот такую вот замкнутую цепь из реактора и энергохранилища. Давайте теперь установим соединение. Переключаясь в режим соединения и поехали. Значит, так, соответственно, у меня вот здесь вот раз. Так, сюда так, давайте сейчас разорвем. Здесь у меня что-то лишнее. Так, разрыв всех соединений. Так, переключаю, значит, режим соединения. Так, еще давайте по той же логике. Значит, здесь мы энергию будем забирать. Передаем ее вот в этот гейт. Дальше из гейта мы эту энергию забираем и передаем, соответственно, вот сюда. Все, так, передаем щиту. Щит у нас будет, соответственно, стабилизировать реактор. Так, а дальше мы энергию забираем отсюда, передаем вот в этот гейт уже, вот сюда.
В этом гейте мы настраиваем, сколько мы энергии хотим, и эту энергию мы передаем, соответственно, в наше энергохранилище, вот в этот пилон. Все, мы все кристаллы соединили, все настроили. Давайте перейдем к настройкам самого реактора. Топливо мы уже подали, оно так расширилось. Там понемногу энергии начала накапливаться. Давайте настройки. Значит, здесь мы настраиваем поток из реактора энергии. И давайте на начальном этапе поставим 500. Соответственно, Shift, Ctrl и одновременно их нажатие будет регулировать шаг. Я одновременно их нажимаю. Самый большой шаг вот делаю по 10 тысяч. И выставляю примерно 500 тысяч. Естественно, мы это будем потом в процессе регулировать. Так, выставляю вот так вот. Давайте красиво 500 поставлю. Примерно такое число. Так, а гейт, который регулирует поток энергии в щит, у нас мы выставим, давайте, на 260. Так. Ну, примерно на 260. Дальше мы будем еще регулировать. Все, сейчас мы, если зайдем в интерфейс, по идее у нас... Вот, пошла уже запитка. Так. Поле у нас на 50. Так, видим, да, у нас сейчас в щит энергия поступила, вот так у нас окрасилось ядро драконьего реактора. И пошло насыщение энергии. Так, напоминаю, что нам, соответственно, на начальном этапе нужно 500 миллионов РФ энергии, которые мы можем из других модов, например, запитать. Так, наблюдаем за процессом. Поле у нас запитано, теперь пошло насыщение. Так, уже у нас 100 миллионов. Так, вот видим, как у нас энергия поступает, да? Соответственно, через кристаллы в этот гейт. Здесь можем регулировать. Можно даже, кстати, побольше попробовать настроить. Так, надеюсь, что у меня сильно от этого ничего не испортится. Давайте попробуем. Поставить побольше на старте, потом отрегулируем. Ну, ощущение, что от этого особо ничего не меняется, потому что, наверное, там все-таки ограничивается здесь скоростью. Давайте я так оставлю стандартно, 260. Все, пока трогать не будем. Дальше уже в процессе еще поиграемся с настройками. Так, давайте пока на таймлапс. Итак, видим, что у нас энергия насытилась до 500 миллионов, да, и пошло нагревание ядра. Так, здесь смотрите, здесь у нас ограничение, соответственно, будет порядка 8000 градусов. Вот у нас такая визуализация пошла. Давайте я, кстати, еще отключу, наверное, шейдеры, чтобы видно тоже, как было. Ну да, без шейдера все-таки как-то аккуратнее, красивее все это выглядит. Вот. Ну, в принципе, с шейдерами сейчас тоже нормально. Так, окей. И теперь наша задача, соответственно, регулировать вот эти вот потоки, сколько мы забираем, сколько мы счету передаем таким образом, чтобы, во-первых, сила сдерживающего вот этого поля была не менее 25%. А здесь максимальная температура будет 8000. Если больше, взорвется. Если меньше 25, тоже взрыв. Вот. И как-то будем играться с этими параметрами. Пока что я вот оставляю на вот этих вот значениях. Такой звук вот пошел, да, слышим. Чем горячее ядро, тем громче звук. Так, все, значит, у нас прогрелось ядро до 2000 градусов. Мы теперь можем его запустить. Активируем. Все. Теперь уже процесс в каком-то смысле необратимый. То есть нам, чтобы его остудить, давайте я все-таки отключу шейдера. Нам, чтобы его остудить, ну, точнее, чтобы выключить, нам придется его потом остудить менее 2000 градусов. Здесь нужно быть уже осторожным, все нужно будет нам регулировать. Так, видим, что температура растет, поле падает, да? Если хотим поле увеличить, здесь будем, значит, увеличивать. Если захотим, соответственно, поток снизить, тут будем тоже регулировать. Так, пока что вот так. И наблюдаем, что будет происходить. Так, нам примерно нужно будет где-то прогреть там до 7-7,5 тысяч. Вот, дальше нужно будет уже как-то снижать. То есть увеличивать, может быть, щит придется, чтобы у нас все было с ядром в порядке. Ну, давайте подождем.
Так. 40%. Здесь у нас уже 5000 градусов. Все, мы уже тут видим, у нас по идее энергия передается, соответственно, от реактора к нашему энергохранилищу. Вот, да, я даже здесь вот могу сейчас отключить уже этот. Видим, что у нас накапливается, да. Ну, потому что как раз разница, то есть здесь мы 260 потребляем, производим 500. Вот это, соответственно, дельта, разница здесь у нас будет накапливаться. Все. Так, а дальше мы будем сейчас регулировать. Так, пока что в принципе все нормально. Температура у нас приемлемая. Так, щитов хватает. Сейчас мы вот регулируем. Можно колесиком крутить, можно также вот добавлять шифтами и контролом. Так, щитов пока хватает. Так, энергия. Так, уже 6500 скоро будет. Ну, вот он прогревается все больше и больше, но скорость уже падает нагрева. То есть где-то у него предел будет. Так, он замедляется. Давайте попробуем чуть-чуть, может быть, подбавить. Вот так вот. 6500. Давайте, может быть, еще попробуем вот так вот. Чуть его разогнать. Так, щитов нам хватает, все в порядке. Можно даже еще, наверное, попробовать до 600 примерно. Пока что все окей. Сейчас вот он где-нибудь до 7000 дойдет. 7500, и я буду сбрасывать. Так, ну я думаю нормально примерно сейчас. Вот уже можно будет чуть поменьше делать. Давайте, может, где-то вот так. И посмотрим, что будет. Так, давайте еще чуть-чуть сбросим. Все, вот видите, он начал тормозить уже, да? Давайте еще поменьше сделаем. Так. Ну вот где-то здесь на этом уровне можно будет, наверное, остановиться пока что. Потом, когда ядро со временем прогреется, там чуть конверсия топлива повысится, можно будет, соответственно, добавлять уже. Так, вот я сейчас хочу добиться того. Вот видите, сейчас уже температура начала падать. Вот, это означает, что сейчас уже на этом уровне, соответственно, у нас какой-то предел образовался. Все, и дальше он постепенно будет немного охлаждаться с течением времени. И, соответственно, там через несколько часов он как бы охладится, может быть, где-то там до 6000, до 5000, и можно будет опять постепенно подбавлять вот здесь вот энергию, увеличивать. И тогда он будет еще прогреваться, и так туда-сюда, 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 и будем разогревать это ядро. Но этот процесс происходит там по несколько часов. Обязательно не забываем следить за силой сдерживающего поля, тоже его можно регулировать, там чуть меньше делать или чуть больше. Вот я поставил достаточно много, там на 30%, достаточно нам в принципе 25. Ну я так с запасом сделал, вот. Так примерно на 260, на 250, можно чуть сбавить, 236. Главное, чтобы не меньше 25. Ну, пока что пускай вот так стоит для разогрева ядра. Там на несколько часов нам хватит. Все равно это будет достаточно много энергии. Там порядка разница там 250 тысяч примерно. Все у нас пока держится, все вот хорошо. Постепенно оно будет охлаждаться. Мы будем просто периодически подбавлять эту температуру. Ну, точнее, выход энергии. И через какое-то время там мы, соответственно, сможем там, допустим, до миллиона и более даже РФ энергии в тик разогнать, как у меня уже на базе есть. Вот. И, соответственно, если мы потом захотим уже этот реактор остановить, допустим, когда у нас хранилище полностью заполнится, да, ну, мы, конечно, можем еще хранилище там поставить, еще запитывать, но если нам будет достаточно, то, значит, рекомендую просто делать следующее. Ну, просто давать ему остывать до 2000 градусов, и когда у нас станет до 2000, там будет возможность его выключить. Вот, по-другому делать не рекомендую. То есть, если мы сейчас попробуем завершить работу, то у нас с щитами начнутся проблемы, и тогда что-то нехорошее произойдет. Вот, ну, что может произойти, я думаю, мы в следующем видео как раз посмотрим. Вот, и здесь, естественно, расходуется топливо, но, честно говоря, оно так медленно расходуется, что я почти полностью смог уже зарядить себе такое вот энергетическое ядро, и у меня там еще топлива целая куча осталась. Так, ну и, пожалуй, на этом все. Вот, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео выпускать. Рекомендуйте друзьям, в комментариях пишите свои замечания. Жду вас в следующих сериях. Пока.